Здравствуйте, уважаемые зрители! Представляю вашему вниманию интересный клинический случай новообразования небного язычка. При осмотре было выявлено новообразование язычка на длинной ножке, свободная часть которого была представлена мелкобугристым рыхлым новообразованием. При осмотре эндоскопом становятся заметны пространственные взаимоотношения этого новообразования, похожего на цветную капусту и спускающегося до надгортанника и гортаны глотки. В силу имеющихся у пациента медицинских противопоказаний к наркозу, принято решение выполнить операцию под местной анестезией. В работе я использую биполярные ножницы довольно часто. Подключаю, проверяю. Затем крепко удерживаю пинцетом ножку новообразования. Как видите, местная анестезия уменьшает боль, но не позволяет полностью блокировать глоточные рефлексы. Да и язычок скользкий и слюнявый не стремится быть отрезанным. Однако упорство и целеустремленность делают свое дело. Вот она. Необходимо выполнить сечение с небольшим захватом здоровых тканей, чтобы не допустить рецидив опухоли. Видим горло пациента, лишенное новообразования. Дополнительно коагулирую раневую поверхность биполярным пинцетом. И теперь, когда пациент в безопасности, можно подробно рассмотреть эту опухоль. Ее ножка отсечена в пределах здоровых тканей и видна терминальная часть в виде собственной опухоли. Пациент чувствует себя хорошо, кровотечения и отека нет. А новообразование даже в вертикальном положении пациента прилипало к стенкам глотки. И вот представьте, какой дискомфорт испытывал этот человек в горизонтальном положении. Например, когда ложился спать. На контрольном осмотре через 2 недели обнаруживается заживший небный язычок. В работе я привык доверять не сколько своим невооруженным глазам, сколько видеоэндоскопической диагностике. Эндоскопия позволяет с увеличением и в другом ракурсе оценить послеоперационную область. При эндоскопии также наблюдается полное заживление язычка и отсутствие опухоли. По гистологическому исследованию это была папиллома. Спасибо за внимание.